Многие боятся гор, но это от их незнания. Неизвестное всегда пугает. Горы, конечно, грозны, но не коварны и не злонамерены. Торопитесь в горы. Вас ожидает открытие первозданной природы. Вас ожидает открытие себя. Сегодня очень солнечный день, и в этот солнечный день, конечно же, мы не можем не упустить момент, чтобы подняться на гору. Эта гора находится в Норвегии, в коммуне, которая называется Раума, и высота этой горы 1080 метров, поэтому, я надеюсь, будет очень интересно. Друзья, смотрите, просто невероятно. В Норвегии стоит автомат, где вы реально можете заплатить карточкой за проезд, прям в лесу. Вот, обратите внимание, что вокруг лес. Дорога не асфальтированная никакая, просто обыкновенная. Вот это норвежцы, вот они прикольно придумали, да? Шлагбаум открылся, вот реально билетик, заплатил за него, вы не поверите, 90 крон, 9 евро. Эта гора должна быть прям очень красивая, самая, наверное, красивая из гор, на которые я побывал. В принципе, это одна из самых дорогих гор. Просто смотрите, какая красота! Мы на машине поднялись почти выше, чем облака. В интернете написано, что это самое последнее место, где вы можете набрать водички для того, чтобы попить. Вода у нас уже есть, запасена, но здесь еще стоит знак, что вы можете здесь купить землю. Вы не ослышались, да, здесь реально на горе можно купить землю и построить себе прикольный хутор с очень красивым видом. Мы здесь с вами не одинокие. Видите, сколько уже? 1, 2, 3, 4, 5, 6 машин. В принципе, потому что здесь стоят хутора, и люди сюда реально на выходные просто приезжают отдохнуть. Видите, там один хутор, сзади один хутор. Посмотрим, за какое время мы поднимемся на гору. Конечно же, это будет чуть-чуть дольше, потому что мне приходится снимать. Но, в принципе, стоит в путеводителе стоит, что подъем занимает около 3-3,5 часов. Как бы дорога туда и обратно. Видите, домики стоят такие прикольненькие, красивенькие, прямо по дороге на гору. Видите, обратите внимание, что крыша здесь покрыта травой. В принципе, это на всех норвежских хуторах крыша покрыта травой. Или же другой вариант крыши, смотрите, он покрыт досками. Это специальные доски, которые выдерживают все климатические нагрузки здесь, в Норвегии. И они серые, да, это вам не показалось, нет, это не какой-то разрушенный дом, это вполне себе жилой хутор, где норвежцы живут. Вот смотрите, там стоит машина, на которой он приехал отдыхать. Дальше еще один домик уже с крышей и с травой. Видите, ну так вот проводят свой досуг в Норвегии. Вы слышите звуки колокольчиков? Это бегают овечки, их здесь выпускают, они не потерялись, их здесь выпускают, они здесь, в принципе, гуляют целое лето. Целое лето гуляют для того, чтобы, кушают, за ними никто не смотрит, только вот колокольчики напоминают хозяину, где эта овечка сейчас находится. И они вместе с нами идут на гору. Вот нам предстоит попасть туда, в то облако. Мы пойдем по этому хребту прямо туда наверх. Пока что здесь светит солнце, но вот есть там местами проблески, видите, туда, куда попадает солнце. А так, в принципе, здесь мы будем идти в полном тумане. Это впереди облака, это не туман. Мы уже довольно-таки высоко поднялись и находимся на уровне облаков.
Когда вы поднимаетесь на гору, то тропинка, она может исчезнуть, но вы можете на заднем плане заметить, есть камни, которые покрашены красной краской. Это сделано для того, чтобы люди могли, в принципе, исследовать примерно той тропинке, которая ведет на гору. Если бы не эти метки, здесь довольно-таки сложно идти. Местность очень одинаковая, везде камни, камни, камни. Ты, в принципе, не понимаешь, куда идешь. Но вот видите, красные точки, они направляют тебя идти по правильному пути. Красная линия как бы ведет тебя прямо на гору. Обратите внимание, друзья, с этой стороны облаков нету, да? А с этой стороны прям видно, как туман поднимается вверх. Из-за того, что здесь, с левой стороны, я даже боюсь близко подходить, там очень-очень резкий обрыв, и облака, они врезаются в эту стену, в эту скалу, и прям просто резко идут вверх. То есть теплые, получается, или теплые потоки поднимаются вверх очень быстро. И таким образом это облако, оно как бы окутывает этот хребет этой горы. Мы дошли до самого верха, здесь нас ожидает сюрприз. Смотрите, на заднем плане у нас стоит хутор, маленький норвежский хутор, и здесь любой, кто сюда поднялся, может переночевать. Реально, любой. Пойдемте посмотрим вообще, как оно выглядит, что там есть. Давайте откроем дверь. Зайдем, посмотрим, что там у нас. Смотрите, здесь есть место спальное, получается одно. Второе, столик небольшой, да, на подвесной цепи такой. Смотрите, есть свечки, которые можно зажечь. Когда темно, здесь же электричества, само собой, разумеется, нету. Но если будете идти сюда, то обязательно возьмите с собой свечки. Смотрите, ребята. Короче, здесь вот 4 места. 1, 2, 3, 4. Это, получается, двухэтажная кровать. Она поднимается. Вот видите, картина, как строили этот хутор здесь, наверху. Вы ходите, а здесь прям... Вау. Итак, сейчас час дня. Начали мы, сколько там, почти в 10, 11-12 час. 3 часа поднимались, но это со съемками, с полетами на дроне. В принципе, можно было бы подняться, наверное, за 2 часа. Но съемки занимают время. Сегодняшнее путешествие на гору заканчивается вот таким прикольным видом. Обратите внимание, какой классный вид из окна. Все это благодаря тому, что я стою на таком склоне, на пароме, и вообще просто красивый вид открывается в окно. Я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее путешествие. Но вы знаете, что делать, да? Oh.